Баба Таня никак не хотела покидать свою родную деревушку. Дочь и сын наперебой уговаривали ее бросить это нелегкое деревенское житье и перебраться к ним. Дочь звала в Санкт-Петербург, сулила удобства, врачи под боком и внуки рядом. А сын звал в Новгород. Город поменьше, но тоже с комфортом и заботой. Они звонили почти каждый день, умоляли. «Мама, ты ведь уже не девочка, зачем тебе одной в этой глуши?» Но Татьяна никак не могла решиться. Ведь дом был ее сердцем. Он стоял на пригорке с видом на сосновый лес, и каждое утро она просыпалась под щебет птиц, выходила на крыльцо и любовалась рассветом над туманными деревьями. Вдоль забора густо росли яблони, которые они с мужем сажали в первый год брака. Как же можно их бросить? В каждом сучке, в каждой веточке воспоминания о прожитой вместе жизни. А как оставить огород? Стоит 1 год не вскопать землю, и она зарастет сорняками и травой. Малина тоже требовала ухода. Каждую весну и осень нужно было подрезать старые побеги, пропалывать от крапивы. Если не следить, кусты разрастутся, и заросли станут непроходимыми. Нет, Таня не могла и думать о том, чтобы уехать навсегда, ведь здесь прошла вся ее жизнь. Хотя зимой в деревне было тоскливо. Почти все соседи разъезжались по городам, и оставались лишь 3. Она, баба Зоя на въезде в деревню и дед Егор на другом конце улицы у автобусной остановки. Остальных стариков на зиму забирали дети или внуки. Баба Зоя давно не ладила с дочкой, та несколько лет не приезжала и даже не звонила. Егор вообще никогда не имел семьи, был нелюдим и молчун, но когда-то в молодости безуспешно сватался к Тане. После смерти ее мужа Егор вновь попытался ухаживать, но она тогда не была готова и мягко, но твердо отказала. С осени Таня оставалась самой молодой в опустевшей деревне. Она понимала, если не будет ее, Зоя и Егор останутся без помощи. Зоя прошлую зиму совсем не вставала с постели, и Татьяне приходилось каждый день приходить к ней, топить печку, готовить еду, приносить лекарства. Но ведь у Тани тоже был свой дом, там нужно было и печь протапливать, и порядок поддерживать. С другой стороны, Зоя и Егор ей не родственники, а свои дети и внуки все чаще звались в гости. «Бабушка, мы скучаем». Раз утром Таня решила: «Схожу-ка в лес по грибы в последний раз в этом году, может и правда пора соглашаться на переезд». Лес был ее любимым местом с детства. Он шумел ей колыбельную, когда она была совсем крохой. Шла она, выбирая грибы, собирала в ведерко бруснику, а мысли все крутились о детях, о доме, о том, как правильно поступить. Вдруг на тропинке перед ней появился серый комочек, что-то жалобно поскулило и забилось в траве. Она нагнулась. Это был молодой волчонок, лапа его была опухшей и синей, он едва дышал. Таня поняла, его укусила змея. Не раздумывая, она схватила малыша, прижала к себе и поспешила домой. Дома она разыскала аптечку, развела парацетамол в теплой воде и влила ему в пасть. Волчонок вскоре зашевелился и открыл глаза, но еще долго не мог встать. Таня назвала его Туманом, за серую шерстку и то, как он внезапно появился из осеннего лесного тумана. С этого момента ее жизнь полностью изменилась. Каждое утро начиналось с заботы о тумане. Она делала ему травяные примочки, заваривала настои брусничного листа для почек, осторожно массировала больную лапку. Туман быстро рос и становился сильнее. Он всюду бегал за бабой Таней, как щенок, даже в огороде помогал. Правда, воровал картошку и иногда разрывал грядки в игре. Но именно его появление вернуло Тане желание жить, подарило тепло и смысл. Она поняла, пока туман нуждается в ней, уезжать нельзя. Скоро началась зима. Чтобы волчонок не мерз и не заболел, Таня позволила ему спать в доме. С Туманом она ходила навещать Зою и Егора.
Егор не мог поверить своим глазам. Таня словно помолодела. Ее глаза светились, голос звучал бодро, походка стала легкой, как в молодости. Он тоже достал с чердака старые лыжи и стал сопровождать Таню с Туманом на прогулках по зимнему лесу. Они вновь смеялись, катались, как когда-то в юности, и согревали друг друга горячим чаем из термоса. Весной и летом, когда в деревню вернулись дачники с детьми, Таня с Егором уводили Тумана подальше в лес, чтобы он не пугал людей. Но волк не стремился уйти в дикую стаю. Он всегда возвращался домой, к своей маме. Таня переживала, что с возрастом Туман уйдет, но он оставался с ней. Рос сильным, красивым, но ласковым и преданным. Однажды зимой Таня топила печь, собираясь навестить Зою, когда услышала на крыльце тяжелые шаги. Она подумала, что это Егор, но на пороге стояли трое незнакомцев. Их лица были хмурыми, в глазах — злоба. Они угрожали ножом, требуя еду, деньги и ценности. Когда главарь приставил нож к лицу Тани, из-за двери молнией вылетел Туман. Он вцепился в руку с ножом, а потом стал гонять бандитов по комнате. Волк загнал их в угол и держал там, пока Таня звонила в полицию. Стражи порядка приехали быстро и не поверили своим глазам. Двух беглых заключенных и их сообщника задержал огромный волк. Полицейские шутили: «Вот бы нам такого в патруль, лучше любой овчарки». Когда Егор узнал о нападении, он бросился к Тане в слезах от страха за нее и счастья, что она цела. Он больше не стал откладывать. «Татьяна Сергеевна, выходи за меня замуж», — сказал он твердо, но с дрожью в голосе. «А Туман?» — спросила она. «Тумана я тоже приму как родного сына?» — рассмеялся Егор. Таня не видела больше причин отказывать давнему другу. К Новому году они сыграли свадьбу. На праздник приехали ее дети и внуки, которые, наконец, увидели бабушку счастливой и полной сил. А Зою, Таня, с Егором забрали к себе под опеку, чтобы и она не оставалась одна. Туман прожил с ними всю жизнь, охраняя и защищая свою семью, даря им тепло и ощущение, что все в мире будет хорошо. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.